Привет, друзья! Ну вот, готов первый эпизод. После учета ваших замечаний к интро, эпизод выходит на русском с английскими субтитрами, а для моих друзей из Грузии перевод прилагается в первом комменте. Итак, я не сторонник ни преуменьшать, ни преувеличивать опасность COVID-19, глобальной эпидемии. Этот вирус, как я понял, опасен своей чрезмерной заразностью и уровнем летальных исходов среди старшего поколения землян. Я уверен, что человечество найдет способ и лечить, и защищаться от этого вируса. И думаю, что это случится достаточно быстро. Но мне кажется, что эпидемия настолько напугала людей, что каждый человек сделает определенные выводы. Какими они будут? Я думаю, что прогнозировать это не может сегодня никто. Но от этого зависит, в каком мире мы будем жить, в какой экономической модели мы будем жить завтра. Исходя из этого, давайте попробуем порассуждать, как изменимся мы сами, наши привычки, наши предпочтения, наш образ жизни. Пройдет время, прежде чем люди вновь начнут собираться вместе. На вечеринках, на свадьбах, на концертах, на спортивных мероприятиях, на митингах и демонстрациях. Но мы к этому вернемся. Людям нравится находиться среди людей. Человек социальное животное, вне социума большинство из нас не мыслит своего существования. Есть, конечно, интроверты. Современные технологии, дающие различные способы общения в виртуальной среде, помогают, но не способны заменить живого общения, в том числе и в вопросах удаленной работы. Да, наверное, есть много офисов и бизнесов, которые способны сегодня или будут способны завтра работать удаленно. Но я уверен, что пусть и в меньших размерах, но офисы останутся. Начальникам захочется собрать подчиненных, провести мозговой штурм, поругать, поощрить, просто увидеть, пообщаться вживую. На мой взгляд, живое общение очень долго будет более продуктивным, чем виртуальный мир. Главное, как отказаться от возможности пригласить друзей на барбекю под 5-6 бутылочек молодого кахетинского. Вирус вирусом, а вот главный удар эпидемии нанесла экономикам. Если посмотреть прогнозы ведущих инвестбанков, то становится, правда, страшно. Рост безработицы до 30%, банкротство до 50% малых и средних предприятий, сокращение среднего класса на 60-80%, падение ВВП ведущих государств 10-15%, сроки восстановления экономики 2-5 лет, сокращение потребления нефти и сырьевых товаров на 50%, рост проблем с продовольствием, соответственно, голод. И это все в развитых государствах, где сегодня правительство тратит триллионы долларов, евро, фунтов, юаней на спасение бизнесов, на восстановление экономик. Сценарий для развивающихся рынков и беднейших государств еще более апокалиптический. В общем, вполне себе такой экономический Армагеддон. Тех, кто следит за экономическими новостями, это пугает. Тех, кто не разбирается в этом, вообще ужасает. Насколько реальны подобные сценарии развития? С одной стороны, глядя на происходящее, впечатление складывается, что вполне реально. Так как все события взаимосвязаны, представляют собой цепную реакцию. Совокупность этих событий реально ведет к вселенскому хаосу. С другой стороны, человечество выходило и из более страшных катаклизмов, находило пути объединения перед угрозой выживания. Бизнес – интересное явление. В погоне за прибылью он находит возможность существовать в любых условиях, появляется в самых неожиданных местах, давая продукт, работу и надежду на завтрашний день. В последние десятилетия весь экономический рост опирался на потребление. Потреблять все больше и больше. Основная экономическая модель примерно с начала 80-х, может быть, чуть раньше прошлого столетия. Вот эта модель, скорее всего, умрет. Ее просто грохнет главный герой – потребитель. От пережитого страха, от потерянной работы, дохода потребитель прекратит неразумные, бездумные траты, а у многих и возможности не будет их совершать. Таким образом, в первую очередь восстановят свое положение производители базисного продукта, необходимого. Питание, лекарства, медицина, вода, электроснабжение, газоснабжение, предметы личной гигиены, коммуникации. Многие из них и в кризис не особо пострадали. А вот производителям дополнительных небазовых благ придется несладко. Брендированная одежда, обувь, автомобили, гаджеты, туризм, авиапром, отели, рекреационные центры, производство развлечений от кино до компьютерных игр, мебель, строительство, многое другое. Восстановление в этих отраслях действительно может растянуться на годы. Потребуется смена экономической модели. Об этом в следующий раз. В
конце последние данные Resize Index, индекса устойчивости государств от FM Global, американской компании взаимного страхования. Я привожу только первую десятку наиболее устойчивых государств. Но если вам интересно, загляните на сайт FM Global. Там есть полный список, достаточно интересный. Ну вот, мой первый вывод. Человечество, хоть и с опаской, вернется к уменьшению социальной дистанции и в производственной, и в личной жизни. Но потреблять будет намного меньше. Ваше мнение? Как вы думаете, как изменитесь вы? Как изменится ваш подход к образу жизни, к потреблению? Пишите, это важно для того, чтобы сформулировать предложение, что делать.